Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Меня зовут Андрей Андреевич Дуйко. Сегодня у нас, как всегда, пятничные эзотерические разговоры. Как бы обо всем сразу, ни о чем конкретно. Такие философские разговоры, где я постараюсь сегодня ответить на те вопросы, которые вы сегодня мне задали. Получается 83 вопроса. Я постараюсь на каждый из этих вопросов ответить. Я не выбирал никакие вопросы специально, постараюсь ответить на абсолютно все. Все вопросы вы можете проверить, я их взял в своей группе, которая называется Дуйко, Кайлас и РТЕ, которая находится в Facebook. Ну что, я сегодня написал такой пост, здесь написано: задайте мне вопрос, написав его под постом в комментариях, а вечером я отвечу на вебинаре, который будет проходить в пятницу. Итак, вопрос номер 1. Лидия Залевская. Здравствуйте, уважаемый Андрей Андреевич. Можно ли эзотерически помочь в быстром изучении иностранного языка? Очень-очень нужно. Да, можно. Делайте так. Когда вы будете изучать иностранный язык, начните изучать с очень коротких глаголов. Начните изучать с очень коротких глаголов раз. Второе, обязательно начинайте с заучивания грамматики. Это 2. Третье, перед тем как запомнить какое-нибудь слово, отворачивайтесь и говорите какую-нибудь абракадабру. Допустим, у вас там какое-нибудь слово, допустим, там колор, воротник, да, и вы отворачиваетесь и говорите трабадабадам, и после этого там читайте слово, снова отворачивайтесь, произносите трабадабадам, только другие слова. Как бы абракадабру такую. В случае, если так делать, то быстрее запоминается язык. Это проверено. В общем-то, каждый раз, когда вы садитесь изучать какие-то слова, вы должны себе поставить задачу. Она ставится так: сказать: сегодня я с легкостью смогу изучить вот те слова, которые я решил изучить. После чего вы же знаете, как изучают языки. Их изучают путем многократного проговаривания, желательнее всего вслух. Если не получается вслух изучать, то начинайте проговаривать громко. В случае, если проговаривать громко, то запоминается быстрее. Выбирайте 10 слов, проговорили их громко, обдумали, подождали какое-то количество времени и вновь это сделали. Ну, второй вопрос. Есть шумы, кстати. Надежда Корбут. Андрей Андреевич, я приобрела у вас шум на выравнивание судьбы, избавление всех плохих духов. Самое интересное, мне очень сильно захотелось бросить курить. Курю я намного меньше, а вот шум на быстрое замужество не работает никак. Что мне нужно проработать другое из эзотерических практик, чтобы у меня получилось? У меня есть великолепный семинар, он называется «Быстрое замужество», я его вам рекомендую. Также могу сказать, что в своих вебинарах, которые проходят практически каждую пятницу уже на протяжении 5 или 6 лет, есть те вебинары, которые я специально готовил для женщин, где я рассматриваю вопрос, как выйти замуж. Напишите в поисковике YouTube Андрей Дуйко, как выйти замуж. Гуля Гульнара. Добрый день, учитель. Можно ли практиковать 1 СНГ ежедневно в течение 30 дней? Да, можно. Андрей Андреевич, скажите, пожалуйста, если тебе при покупке чего-либо положили больше или не включили в счет что-то, то к этому как относиться? Как к подарку или исправлять ситуацию, доплачивать? Я всегда понимаю, что в случае, если человек не доплатил, то, скорее всего, он становится чьим-то должником. Именно поэтому, для того, чтобы не становиться ничьим должником и никому никогда не быть ничем должным, я считаю, что рассчитываться необходимо всегда. Также я всегда призываю к тому, чтобы рассчитываться или отдавать, всегда стараться отдавать немножечко больше. Почему? Жизнь устроена по принципу круговорота денег. В случае, если человек отдает больше кому-либо, то он будет получать от кого-либо чуть-чуть больше, чем так бы получил. Таким образом, если вы получаете от кого-нибудь немножечко больше, и это за какую-нибудь услугу, то можно. А если это подарок, то старайтесь все-таки за него доплатить. Или попросить человека ответить, это является подарком или нет. Можно ли помочь ребенку эзотерически 3 лет начать самостоятельно ходить? У детей есть заложенная миссия. Эта заложенная миссия, она заставит ребенка ходить, даже в случае, если у ребенка есть на то какие-то причины, даже если он не может это делать. Что может помочь ребенку? Ребенку может помочь
понимание того, что он несет тоже ответственность за вашу семью. Поэтому такому ребенку необходимо говорить даже в маленьком возрасте: помогай маме, там, помогай с этим, давай вместе мы это сделаем и так далее. Когда у ребенка, особенно у мальчика, появляется понимание того, что он тоже несет ответственность и на него возлагается определенная ответственность, то это очень стимулирует ребенка, как бы это странно ни звучало. Тем не менее, я могу сказать, что я многократно это видел в своей жизни, когда ребенок был очень балованный, а потом в ходе его воспитания родители начинали говорить: все, мы теперь вместе с тобой это сделаем, или давай мы вместе уберем, и ты теперь ответственен за это, или мы вместе с тобой папе поможем. Вот где-то так. Это очень помогает детям, очень заставляет ребенка понимать, что он является тоже частью семьи, и на него возлагается определенная миссия. Он начинает понимать, что он не обыватель, а является частью, полезным человеком и так далее. Можно ли? Можно. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Если можно, скажите, почему закрываются зеркала, когда в доме покойник? Нужно ли это делать? Условно, как бы я верю в то, что человек, умирая, высвобождает свою душу из тела. Его душа, она может видеть такой же проход кала-чакра тантры или некой чакры времени, в которую душа входит. Она очень похожа на зеркало. Но вот в случае, если человеческая душа, которая должна переродиться, выйдет из человека и после этого войдет в зеркало, то она может заблудиться и в дальнейшем может ухудшить состояние всех людей, живущих в помещении. То есть может происходить быстрое разрушение мебели, может дом треснуть, там, может еще что-то такое произойти. Именно поэтому принято в тот момент, когда хоронят мертвецов, принято на, по-моему, 40 дней закрывать все зеркала. Я считаю это правильно. Можно ли не закрывать? Я считаю, что закрывать правильно. Я же как бы эзотерикой занимаюсь. Добрый день. Скажите, есть ли эзотерический метод помощи от однополой любви? Спрашивает Алла Птичкина. Да, такая помощь есть. Необходимо женщину представлять, как будто на ней есть сверху 3 слоя сияющих солнечных проводов. То есть представлять, будто первая оболочка, в которой женщина находится, красная, вторая оболочка тоже красная. Неправильно вам сказал. Первая оболочка красная, сияющая солнцем, вторая и третья необходимо представлять синей. В случае, если это мужчина, все 3 оболочки нужно представлять красной. В случае, если это вспоминать и делать на протяжении дня по 108 раз, 2 раза в день, утром и вечером для какого-нибудь человека, не забывайте его в конце запечатывать, произнося Ом Ахум Хахухри. Тем самым вы сможете помочь человеку прийти к состоянию, при котором однополая любовь перестанет мешать. Вы никогда не задавались таким вопросом, почему в культуре людей обычно женщинам нужно носить юбку? Почему именно юбку, а не штанишки? Это связано с тем, что таким образом проявляется некая доступность эзотерическая к женщине. И у мужчин появляется из-за такой доступности соблазнение. Вот так вот это звучит. Именно поэтому женщина, которая одевает штанишки, особенно в зрелом возрасте или взрослом возрасте, она может столкнуться с тем, что у нее не получается выйти замуж, или она становится несоблазнительной для мужчины. Вы знаете, эзотерически это именно так работает. Женщина, которая в юбке, или женщина, которая одевает юбку, эзотерически она более доступна, более соблазнительна для мужчины. А женщина, которая одевает штаны или закрытую одежду, узелки всевозможные, она таким образом эзотерически теряет свою соблазнительность, теряет то, что мужчина считает желанием по отношению к женщине и так далее. Ответил. Елена Мелин. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Как защититься от влияния вышек 5 Гц на карантине, как в сонном царстве? Спасибо. Я не могу ничего об этом сказать. Дело в том, что есть сейчас очень много информации по поводу этих вышек. Я не исследовал этот процесс, я ничего не могу сказать. Наверняка
Метацентры, через которые, где находится большое количество серверов, они могут влиять на человека энергетически. Каким образом? Обычно в случае, если у человека происходит переизбыток энергетический или переизбыток информационно-энергетической энергии, то обычно больше всего страдают ноги. У человека появляется тромбоз сосуда, у него появляется варикозное расширение вен и начинает побаливать с правой стороны или язва, появляется двенадцатиперстной кишки или гастрит, или появляется заболевание печени всевозможные. Именно поэтому информационно находиться рядом с метацентром, в общем-то, не очень советую. А по поводу влияния вышек 5 Гц я ничего не могу сказать. Я считаю, что в большинстве своем данный процесс облучения достаточно трудоемкий, достаточно дорогой. Я не думаю, что в отсталых странах, в которых мы на сегодняшний день проживаем, живя на территории постсоветских стран, это возможно. Дело в том, что наши страны, им не интересно выделять деньги для того, чтобы как-то людей облучать. Почему? Дело в том, что людям достаточно телевизора, потому что они считают нас дикими, необразованными и так далее. Это меня не касается. Людмила Немчанинова. В какое время лучше практиковать шумы и сангая и какое это нежелательное время делать вообще? Можно в любое время, главное с открытыми глазами. Спасибо большое за вашу школу и вам. Кайлас — это лучшее, что есть на сегодня. За ваше учение пора давать Нобелевскую премию. Очень помогает жить. Большое спасибо за отзыв, очень приятно. Марина Бичеллер. Здравствуйте, давно произношу перед сном: я очень нужна всем хорошим мужчинам. Вам не нужно произносить хорошим, просто нужно говорить хорошим. Если вы хорошая женщина, рядом будет хороший мужчина. А слово хороший для вас может быть что-то другое. Хорошее нужно убрать, что там пишете дальше. Но в ответ тишина. Может не произносить слово хорошим. Видите, вы правильно думаете. Чтобы как-то расширить сектор и не париться. Не заморачивайтесь и слово хорошее не произносите. Вы правильно решили. Алина Демида. Здравствуйте, уважаемый Андрей Андреевич. Помню, как-то вы говорили, что во сне кушать очень плохо. Не пояснили, как и где плохо. Около 2 месяцев периодически вижу, что кушаю еду во сне. Позавчера тоже. Скажите, пожалуйста, что я делаю не так? Практиками занимаюсь полгода, ежедневно начала 2-ю ступень. Ничего в этом страшного нет. Вы, вероятнее всего, когда ложились спать, очень хотели кушать. Как сказал Зигмунд Фрейд в свое время, он сказал, что сон является мостиком перед цензором сознания и бессознательным нашего бессознательного процесса. Таким образом, во сне может реализовываться как бы бессознательные элементы, также и сознание может формировать определенные идеи. И такой вот с позиции психологического какого-то феномена такого сны рассматриваются такими адаптирующими системами, которые помогают людям найти пути решения какие-либо и так далее. С позиции же эзотерики сны рассматриваются как элементы общения с астральным миром. С позиции эзотерики рассматривается астральный мир как мир, где человек может получить образовательные программы, принять решения, а также этот мир, который называется сны, это мир, где человек может пообщаться даже с божественной энергией или энергией высших каких-то сил и так далее. Это поддерживал в свое время Карл Юнг. Наверное, вы помните, у Карла Юнга есть ряд работ таких. У него есть даже работы, я когда-то читал, которые называются НЛО, даже вы представляете. Поэтому, когда говорят, мы занимаемся психоанализом по Фрейду или по Карлу Юнгу, там исследования бессознательного и так далее, я могу сказать, что Карл Юнг вообще был одним из самых, наверное, продвинутых в ту эпоху. Это в 1905 году, по-моему, он жил, и аж до 1920, не помню, в общем. Вернее, написал это все. И могу сказать, что, скорее всего, его можно отнести все-таки не к философам, не к психологам, а к теософам. То есть это человек, который первый начал говорить о происхождении паранормального, о том, что такое массовое бессознательное действие и так далее. Мне очень нравится, кстати, Карл Юнг, но мы сейчас не об этом.
Итак, Юлия Командина. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Спасибо вам большое за вчерашний вебинар «Проводы голодных духов». Ощущение, что заново родилась. Мой вопрос: когда я стану мамой? Мамой станете на протяжении 8 месяцев. Вот так. Хатаруб. Добрый день. Или 8 лет. Наверное, 8 месяцев все-таки. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, если длительное время не получается изменить что-либо к лучшему, как заблудилась, что необходимо практиковать в первую очередь, чтобы двигаться вперед? Когда человек говорит такие слова, он забывает об основах философии, которые я даю в своей эзотерической школе Кайлас. Обычно человек, рождаясь, может идти двумя путями. Первый путь — это путь эволюционный, второй путь — это путь неэволюционный. Давайте рассмотрим все-таки с позиции эволюции человека. Когда ребенок рождается, даже не так. Вообще, что такое эволюция? Посмотрите, листья имеют, вернее, деревья и растения не имеют широкое многообразие. Такое же многообразие имеют животные, такое же многообразие имеет мир и флоры, и фауны. Скорее всего, и человеку свойственно такое многообразие. Почему оно начало происходить, это многообразие? В животном мире есть такое понимание, как выживаемость. То есть эволюционируя или выживая по-другому, вернее, выживая, животный мир и мир растений эволюционировал. То есть он становился разнообразным. И это все на пути к выживанию, к жизни. Таким образом, можно сказать, что эволюция, она по-другому звучит, как желание жить или желание выживать. Естественно, эволюционно животные, растения, эволюционируя, боролись, и побеждал, наверное, самый сильнейший. А кто в этом мире был самый сильнейший? Наверное, тот, кто был более сильным, тот, кто был более везучим, наверное, и так далее. Но дело в том, что в момент эволюции появился человек, и у человека одним из развитием эволюционного процесса оказалось сознание. Именно поэтому человеку не нужно было конкурировать с животным миром и с растительным миром на пути эволюционирования, так как сознание, элемент эволюции, позволил человеку не использовать физические элементы эволюционирования, которые есть в природе, но он мог эволюционировать за счет своего ума. Таким образом, человек начал эволюционировать. Так, век за веком человек начинал эволюционировать, но эволюция его начала сдвигать немножечко не в ту сторону. То есть во время эволюционирования сознания человек начал использовать некоторые методы. Это хитрость, жадность, это желание обмануть. И долгое время человек эволюционировал именно вот с этой позиции. То есть самые жадные, самые хитрые, самые подлые, наверное, люди, они стали в дальнейшем руководить людьми, завоевывать таких людей, эксплуатировать и так далее. Ну, я как бы не против власти. Я, конечно, не подразумеваю этих подлых и хитрых людей, не считаю, что это власть. На самом деле это меня не касается. Естественно, таким образом ход цивилизации, он немножечко пошел не туда. То есть человеку можно было бы облегчить его жизнь в случае, если бы люди в большинстве своем были не хитрые, были не лживые и не использовали в ходе своего, наверное, эволюционного развития, как бы выживаемости своего человеческого рода, в ходе этих процессов хитрость, подлость, провокацию, злость и так далее. То есть основные человеческие элементы доминирования или доминирования в своем человеческом социуме, в ходе которого на первое место стоит развитие сознания или злобное развитие сознания. До какого-то времени это могло сработать, но пришло время, которое я назвал квантовым переходом, об этом очень часто говорится, это когда к этому всему добавилась еще эзотерика. То есть в тот момент, когда эзотерика добавилась, то эзотерика начала как бы намекать человеку, что есть еще один формат развития цивилизации, еще один формат. И этот формат, он для многих людей в данном случае не очень понятный. Этот формат не очень понятный, потому что люди привыкли хитрить, лгать, обманывать более бедных людей. А в мире произошли такие события, они произошли невидимым таким пластом. Поменялась цивилизация. Это произошло в 2000 году, когда весь мир перешел в новый пласт цивилизационный, который в дальнейшем заставит людей понять, что ложь, что
эволюция с помощью лжи, эволюция с помощью хитрости, она не будет давать те плоды, которые ранее это все приносило. У людей как будто начали открываться глаза, у них начали открываться глаза и начали открываться сердца. То есть если раньше люди могли свято верить там, в какую-нибудь идеологию, свято верить и не обращать внимания на то, что их вновь и вновь обманывали, то сейчас люди начинают обращать на это внимание. То есть на людей уже так это не влияет. Если раньше говорили, это все для ваших детей, это все для страны, это все для будущего, сейчас люди этого не хотят. Потому что они хотят здесь и сейчас жить, они хотят пользоваться благами, они не хотят прощать тех людей, которые до этого ими руководили, они не могут найти ответы на вопросы, почему мы 20 лет платим налоги. И сейчас, когда пришло время и нам необходима помощь, она не оказывается. Они, если наши старики могут прощать, то те люди, которые родились после 90-х годов, в 2000-х годах, это люди, которым уже 18, 19, 20 лет. Это люди, которые в дальнейшем, уже 20, да, те люди, которые в дальнейшем создадут пласт людей, которых невозможно будет обманывать. Они и сами не очень-то хотят обманывать, потому что они дивергентные, они бесчувственно думающие, и они думают правдивыми такими элементами. То есть они отрицают религию в большинстве своем. Им невозможно навязать идеологию какую-то, они свободны, потому что они перешли в новый вот такой вот мир, новой какой-то идеи. Это идея новой эволюции. Это идея, где разум побеждает, возможно, разрушая или, возможно, даже припиная где-то какие-то состояния чувства. Именно поэтому они бесчувственные, но очень разумные. К чему же я это все говорю вот так? Как-то не туда ушло все. Все-таки хотелось бы ответить на этот вопрос. Итак, а если ничего в жизни не происходит, то при чем тут эта эволюция? Ответ звучит так. Вот смотрите, для того, чтобы в жизни что-то происходило, человек должен стремиться. Это первое. То есть смотрите, как устроена наша цивилизация. Христианство в большинстве своем дало нам идею такую, что ждать можно. И самое важное это просто переродиться, не переродиться, а умереть и прийти с чистой душой, спасти свою душу и так далее. Именно поэтому человек никуда не стремится. А также вместо того, чтобы бороться, переступать через себя, переступать через страдания, можно страдать как бы во имя общей религии. Таким образом, забрали у человека возможность быть человеком, который добивается сам. Тогда к чему я это все говорю? Здесь есть элемент такой. Человек должен взять себя в руки и сказать, все, что я хочу делать, я хочу использовать формулу, которую дал мне Дуйко. Если я не отдыхаю, то я обучаюсь. А если я не отдыхаю, не обучаюсь, я работаю. Таким образом, используя эту формулу только 1 год, вы сможете выйти на новый уровень. Вот смотрите, у меня не получается, обычный человек сядет перед телевизором и будет страдать и обвинять. Необычный человек начнет обучаться тем законам, идеям или информации, которая даст ему возможность или понимание того, как управлять своим бизнесом, как делать так, чтобы это было продуктивно, снимет видео какое-то, начнет это выставлять, у него не будет получаться, он будет вновь искать информацию и так далее. То есть будет происходить цивилизация. В этом случае человек будет бойцом. И почему ничего не получается еще? Вот такой я могу дать ответ. Человек должен сделать осознанный выбор. Он звучит так. Я когда-то говорил о такой формуле, она очень несложная. Вот смотрите, к чему вообще стремится человек, проживая на планете Земля эволюционно? Я могу сказать, он стремится, как бы кто ни крутил, но он стремится лишь только к одному. Он стремится к получению комфорта. То есть все, чем вы занимаетесь, это нужно для комфорта. Психического, физического, еще какого-либо. Но суть вашего любого действия прийти к комфорту. Вжимание в кресло — комфорт. Закрывание рукой — комфорт. Все это зарабатывание денег для чего? Чтобы комфорт был. Покупание еды для чего? Чтобы в комфорте себя чувствовать. Вода нужна, чтобы в комфорте чувствовать. Зубная паста в комфорте. То есть одежда в комфорте. То есть мы максимально стремимся себя привести к тому, чтобы чувствовать, или наше физическое тело находилось в определенном комфорте. А скажите, для чего необходим комфорт человеку? Сразу же могу ответить. А комфорт человеку необходим для получения радости.
Тогда смотрите, богатый человек, радостный человек, из-за того, что он комфорт нашел. Смотрите, богатый, радостный, а теперь бедный человек, у него нет комфорта, он живет, вероятно, ему не хватает денег на еду, ему не хватает денег на образование, возможно, на лечение, еще на что-то. И он живет с позиции безрадостности. Если убрать деньги, которых в одном случае нет, а в другом случае есть, то остается только одно слово, это чувство. Это чувство, с одной стороны, человек, у которого все есть, он радостный, и человек, у которого все плохо в жизни, он безрадостный, то есть есть еще слово антоним, то есть радость-грусть. И здесь появляется вот такое вот философское открытие, оно звучит так. Если вы хотите, чтобы в вашей жизни прибавлялось материальное благополучие, сосредоточьтесь на том, чтобы получать или каким-то образом в себе находить состояние радости. Таким образом, состояние радости создаст процесс эволюции. А процесс эволюции создаст в дальнейшем какое-то движение. Но иногда так бывает, что человек, живя в бедности, создает процесс радости, и у него получается как бы наоборот. Вместо того, чтобы зарабатывать, ему хуже становится. С чем это связано? А теперь подумаем. Смотрите, для того, чтобы построить новый дом, что необходимо сделать? Ведь дом обычно строится вверх, но для того, чтобы построить новый дом, обычно необходимо не выстроить кирпичи, а выкопать яму. Именно поэтому, когда человек начинает что-то изменять в своей жизни, он начинает с того, что он вновь должен разрушить старое и выкопать яму. И в этом случае самым важным здесь является не потерять вот это чувство радости, которое необходимо обязательно в себе каким-то образом находить. Даже если не получается, можно начать просто произносить: я рад, потому что я в одежде, я рад, потому что я проснулся, я рад, потому что у меня там рядом со мной эти люди, я рад, потому что и так далее. Таким образом и будет развиваться у человека, будут появляться и возможности, и будут появляться состояния комфорта и так далее. И дом, конечно же, построить. Так, что-то не туда ушло. Надежда Витина. Добрый день, Андрей Андреевич, с праздником. Спасибо. Какой это сегодня праздник? Пусть всегда будет радость, счастье в семье. Спасибо. Здравствуйте. Есть ли смысл делать упражнения 5 жемчужин Тибета? Я считаю, что наше тело, ему необходимо делать какие-либо упражнения. Наше тело нуждается в том, чтобы были какие-либо упражнения. Почему? У нас есть в нашем теле клиренс молочной кислоты. В случае, если человек переживает, или ест, или лежит, у него все время появляется клиренс молочной кислоты, которая на самом деле расщепляется с помощью аромамасляной кислоты, пировиноградной. Это называется пируват-киназа. То есть вот это все, депонация происходит этой молочной кислоты. И в этом случае человек должен понимать, физические нагрузки дополнительно помогают расщеплению молочной кислоты, которая способна накапливаться у нас в плоти, в мышцах, в органах, во всем остальном, с помощью кислорода, который вырабатывается в тот момент, когда человек начинает активные физические упражнения. И это помогает человеку мгновенно замечать общее улучшение состояния. Если это будут не 5 тибетских жемчужин, это может быть совершенно разные, любые динамические упражнения, которые вы можете придумать, но так, чтобы не напрягать себя. Они должны быть мягкими, легкими, динамичными, очень такими не тяжелыми. Почему? Человеческое тело, оно как пластилин. Если пластилин холодный, то попробовать его погнуть, и оно сломается. Так же и с нашим физическим телом. К физическому телу, которое не готово, необходимо подходить без нагрузки, мягко. То есть начинать не с нагрузок, а там по чуть-чуть это делать. То есть сходу и балалайку можно поломать. То есть к себе нужно подходить, к своему физическому телу нужно подходить медленно. Время для физического тела, нагрузки гораздо важнее, чем сама нагрузка. Именно поэтому, когда человек взрослый, который 10 лет ничем не занимается, начинает заниматься физическими упражнениями, то ему плохо заниматься приседаниями.
Ему нужны какие-то очень мягкие упражнения, но длительные по времени, без больших амплитуд. То есть если это там орбитрек, то очень медленная ходьба, не менее там 14 минут, 15. Даже не обращайте внимания на калории, все в порядке. Конечно, могут ли быть 5 жемчужин? Да. А там какие-нибудь другие упражнения? Конечно. А можно ли ставить 5 жемчужин и говорить, что они какие-то универсальные и хорошие? Ну нет. Нет. Любые 5 упражнений, которые вы можете придумать, вы можете использовать как 5 жемчужин. Это будет иметь точно такой же эффект. Андрей Андреевич, что делать с соседями, которые переставляют забор, дабы больше земли убрать? И у нас такая же ситуация. Хотелось бы услышать совет от Андрея Андреевича. Для того, чтобы соседи не переносили забор, вообще, почему это происходит? Если это происходит, это говорит о том, что у вас энергетически не замкнуто пространство того места, где вы живете. Обязательно замкните пространство, обязательно его запечатайте со всех сторон со словами «Омахун хахохри». А также там, где находятся соседи, повбивайте колышки или вбейте какую-нибудь такую каменный столбик такой прямо посередине, а еще лучше, если несколько. Такой каменный столб будет обозначать, что это ваше. Также по возможности что-нибудь нужно такое поставить, чтобы эта палка была выше, чем у них палки, деревья или даже дом. Если такое сделаете, никто вас трогать никогда не будет. Рина Грусливая. Уважаемый Андрей Андреевич, скажите, пожалуйста, можно ли практиковать совитуром, если я прошла первую ступень? Можно. Здравствуйте, Андрей Андреевич, Елена Лисна. Скажите, пожалуйста, несколько большие перерывы можно делать в практиках шумы, чтения кодов, если человек болеет или сильно занят какой-то период? Можно подряд, можно, вы понимаете, эзотерика это не наука специальной работы над человеком. Ее можно делать, когда вам захочется. То есть здесь не важно, делаете вы перерывы, не делаете. Вообще считаю, что для человека, который занимается саморазвитием, перерывы необходимы. Я считаю, что человек не должен заниматься в воскресенье. Я считаю, что человек должен, выбирая между эзотерикой или практиками и семьей, больше внимания семье уделять, потому что я считаю, что семья это тоже знание, и семья может тоже дать человеку определенные знания, душевные знания, чувственные проявления и так далее. Помните, в первой ступени я всегда говорю, главное не заморачиваться. Вот помните об этом. Наталья Ананка. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Как можно повлиять на сына 18 лет, который постоянно только играет в компьютерные игры? Просто помешан на них учеба и любая деятельность для него как бы не существует. Надо из-под палки заставлять что-либо делать. Спасибо. Я хочу вам сказать, что страшного здесь ничего нет, если вы разрешите. Разрешите и поощряйте. И говорите, молодец, вот хорошо, если ты сегодня доиграешь. Во что играешь? В это доиграй сегодня. Ну что, ты доиграл сегодня? Давай, нужно обязательно доиграть, мне очень интересно. И после этого обязательно разрешите ему, чтобы он всегда, в любое время, когда хочет, безоговорочно играл во все игры. Второе, что это даст? Запретный плод всегда, как известно, сладок. Хочется мне не поверить. Тем не менее, я могу вам сказать по своему собственному опыту, что я родитель 5 детей, и старший мой ребенок Эдуард в свое время точно так же начал играть в игрушки. Когда он начал играть осознанно? Он начал играть осознанно, когда он начал находиться рядом с бабушкой своей. Бабушка, естественно, с-под палки постоянно запрещала это делать, и элементом его, даже не провокации, элементом его протеста, того, что он взрослеющий или взрослый мужчина, было как раз желание не ругаться и играть вот в такие игры, где он мог себя реализовать. И, конечно же, и не нравилось, она запрещала, но он вставал ночью, играл, из-под палки его... Когда он начал жить со мной, я ему все разрешил. Я сказал, можешь играть сколько хочешь. 2 бессонных или 3 бессонных ночи он играл и после этого завязал. Сейчас, когда у него спрашивают, ты во что-нибудь играешь, он мне говорит, нет, мне надоело. Почему надоело? Потому что
Как бы человек чего-то не хотел, пока он не наестся, он будет все время этого хотеть. Я могу с уверенностью на 100% сказать, что вырабатывание негативного отношения к играм возможно только при переизбытке этих игр в жизни такого человека. Второе. Можно ли помочь эзотерически, как вы спросили? Конечно. Для того, чтобы помочь эзотерически, необходимо каждое утро сложить вот так ручки и сказать: пусть у этого мальчика в жизни появится везение, пусть у этого мальчика будут, одним словом, прочитать то, что я давал на первой обновленной ступени, в виде обряда, который я в дальнейшем назвал молитвой. То есть попросить для этого ребенка или выпросить для этого ребенка что-либо. Это очень эффективно. Одна женщина мне написала ранее, на протяжении года, о том, как изменилась судьба ее детей, когда она использовала методы вот такого вымаливания или выпрашивания, как я это даю на первой ступени школы Кайлас. Яна Александрова. Добрый день, Андрей Андреевич. Подскажите, можно ли читать мантру Амитабхи, смотреть на символы из вашей книги и слушать шумы? Нет, я думаю, так не стоит делать. Я считаю, что мантру Амитабхи нужно делать отдельно от всего остального. Не нужно это между собой вот так сочетать. Чолпон. Здравствуйте. Со скольки лет можно детям самостоятельно читать мантры? Скажите, пожалуйста, с какой начать? Я считаю, что детям можно начинать читать мантры. С какой начать? Это мантра, которая убирает у человека эгоизм, это Ом-мани падме хум. Также развивает у человека творческие способности Ом-гаты гаты парагаты парасамгаты бодисоха. Также можно читать мантру Ом-тары тутары туры соха, которая даст человеку возможность быть более свободным, освободиться от сверстников и так далее. Такие простые, очень популярные мантры, так чтобы они не относились ни к какой религиозной конфессии. Опять-таки хочу сказать, что в случае, если ребенок читает мантру, то он начинает в дальнейшем хорошо разговаривать, потому что наш аппарат разговорный, его, к сожалению, необходимо постоянно тренировать. И чем чаще или больше человек разговаривает, тем лучше и красочнее его речь становится в дальнейшем. Анатолий Зерчук. Добрый день, уважаемый Андрей Андреевич. Поделитесь, пожалуйста, своим отношением как эзотерик, маг к регрессивному гипнозу, как инструмент в лечении больных. Представьте себе, будто у вас есть яблоко. Это яблоко вы съели. И даже не так. Если это регрессия, то это выглядит так. Смотрите, меня схватили ребята, после чего эти ребята заставили меня есть кислые яблоки. Меня это очень обидело, и это в дальнейшем полноценная травма моей жизни. После этого скажите, если я буду вспоминать об этих яблоках, то могут ли кто-то каким-то образом заставить меня при вспоминаниях этих яблок навязать мне идею того, что они были сладкими? Я хочу вам сказать, никакой гипноз не сможет этого никогда сделать. Стереть это у нас из памяти невозможно. Я все равно буду это вспоминать. А вот не вспоминать это поможет. Но дело в том, что если есть тропинка, хоть она происходит при помощи гипноза или чего-либо еще, и эта тропинка будет протоптана к тем моментам, которые лежат под толстым пластом нашей жизни, как бы под другими событиями наших переживаний и нашего прожитого времени, то в случае, если такие тропинки психиатр или психолог начинает пробивать, то в дальнейшем это может оказаться прямо уже достаточно сильной, страшной и тяжелой проблемой для человека. Таким образом, я считаю, что производить регрессивные, целенаправленно производить регрессии, искать гештальты, что-то делать с этим, я считаю, это неправильно. Это в дальнейшем может привести к тяжелейшим состояниям, с невозможностью справиться длительное время с этими состояниями. Ну и, в общем-то, не очень хорошо от этого. Я недавно говорил о том, что я смотрел йогов, смотрел тайный слог Ом или тайный слог Аум и так далее. Такую информацию об этом слоге. Также гуру Дас об этом много говорил и так далее. И написал вот такую фразу. В случае, если практикующий эзотерику адепт начинает специально произносить слог Ом или Аум
как единичную биджную мантру, то есть он начинает практиковать ее как медитацию, то есть ничего кроме этого слога он начинает читать, то этот человек рано или поздно может почувствовать дискомфорт своего психического состояния. Вплоть до того, что у этого человека могут появляться панические атаки, депрессивные эпизоды, нервные состояния, состояния переживаний и так далее. Я хочу вам сказать, не нужно ни в коем случае просто так или даже с целью какой-либо практиковать данные слога. Данные слога можно практиковать исключительно используя продолжение, допустим, какую-нибудь мантру. То есть не ом, а ом намо намах, допустим, и так далее. А вот так просто не стоит этого делать. Елена Сомка. Добрый день, Андрей Андреевич. Если этот коронавирус не соединил, а наоборот рассоединил по разным странам, как же к этому относиться? Это знак или не париться и ждать? Но с одной стороны я с вами согласен, потому что вы говорите рассоединил людей. Но дело в том, что вы лукавите. Почему? Дело в том, что вас рассоединили ваши государства. Вы не можете находиться с российским или украинским паспортом ни в одной стране долго. То есть как это вы рассоединились, я не могу понять. Вы как были гражданами, пропечатанными в своем заграничном паспорте, так и остаетесь гражданами. Вас никто не рассоединял. Вы граждане своей страны и, скорее всего, во время карантина приехали вновь в свою страну. Таким образом, можно сказать, что наоборот. Если карантин заставил людей вернуться в свои семьи, из городов приехать в деревни, вновь приехать к своим родным, которые их давно не видели, то можно сказать, что несмотря на всю буквальность и страшность этого вируса, конечно же он страшный, и это нехороший вирус, он, конечно же, является опасностью для человечества. Но положительное качество все-таки любой такой драмы, она все-таки имеет место быть, потому что это все-таки воссоединило близких. Там мамы не видели долго детей, или там дети не видели долго маму, потому что она работала в Италии. Мама сейчас приехала, находится дома и наконец-то видит истинную картину отношений с детьми. Наоборот, по моему мнению, это одна из таких, наверное, неправильно это говорить, потому что у всего плохого не может быть хороших сторон. Тем не менее, это нельзя сказать хорошей стороной, но вот такой эффект он тоже проявился. Люди начали больше находиться в семье, люди приехали вновь к своим родным, приехали к бабушкам, дедушкам, к старикам своим. Это такое вот произошло. А что вам делать? Я не понимаю. Дело в том, что вы сказали, нас рассоединили, но вы никогда не были объединены. Вы объединены своей страной, своим паспортом. Поэтому зря вы так. Инна Данилова. Андрей Андреевич, в очень сложный период жизни судьба мне направила на видео в ютубе к вам, где я многое поняла и научилась у вас. Я хочу сказать вам огромное спасибо за ваши знания, умения, которые вы передаете нам. Ой, так мило, спасибо вам большое. С удовольствием читаю ваши мантры и вижу положительные результаты. Я хочу задать вам один вопрос. Достигнули финансового благосостояния и изобилия, и как скоро? Ирина Данилова спрашивает. Достигнете финансового благосостояния, это произойдет у вас на протяжении 5 лет. Будете и автомобиль, и своя квартира. В общем, не все так плохо. Лариса Луико. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Если человек потерял работу, что искать, новую должность сразу или подождать? Работа преподавателя. С уважением, Лариса. Переходите в частные компании, где вы можете преподавать. Не нужно ждать ничего, все в ваших руках. Никогда не ожидайте ничего, всегда стремитесь взять. Скажите, что человек может с легкостью сделать? Вот смотрите, у нас есть врожденное качество. Давайте сделаем вдох и задержим дыхание. А потом сделаем выдох и задержим дыхание. И засечем время. Так вот, окажется, что делая вдох и задерживая дыхание, вы сможете более длительный период времени, чем делая выдох и задерживая дыхание.
А почему так жизнь устроена? Потому что жизнь устроена так, чтобы человек умудрялся брать больше, чем он может отдавать. Потому что природа, потому что социум, потому что все устроено, чтобы человек хотел взять. Хотел взять божественную любовь, хотел применить свои какие-нибудь знания для того, чтобы в жизни там, состояться. Есть такой... Поэтому ничего не ждите, сами всего добивайтесь. Не стоит ничего ждать. Я читала детям код для учебы на следующий год. Он также будет работать? Конечно. Ирина. Почему, когда плачут, то закрывают лицо рукой, а когда смеются, нет? Все дело в том, что это тоже эволюционное проявление. Дело в том, что если наблюдать за более слабыми животными, которые есть в природе, то вы сможете увидеть, что обычно более слабых уничтожают их же члены их же рода. Допустим, хромого цыпленка заклевывают, хромого голубя убивают, там хромую собаку, ее постоянно все обижают и отгоняют. Почему? Это такая особенность. Это эволюция, она несправедливая, но она заставляет человека, она не человека, а животное заставляет эволюционировать, заставляет выживать и заставляет бороться. Не мы это придумали, Бог это все сделал для нас. И, конечно, мы должны этим пользоваться. Причем же здесь тогда закрывать лицо? Человек лицо закрывает, потому что когда он плачет, он проявляет свою слабость. И для того, чтобы не показать свою слабость, чтобы как бы сказать потом, что он готов все равно бороться, что это временное такое состояние, он закрывает лицо руками для того, чтобы скрыть свою слабость внутреннюю. Вот так это все устроено. А когда смеется, не закрывает. Он, когда смеется, не показывает слабость. Обычно люди смеются, когда они наоборот показывают свою силу. Там есть еврейский анекдот. Сегодня как раз пятница, да, шаббат шалом, уже 6 часов вечера. Уже есть такой еврейский анекдот, он звучит буквально следующим образом. Говорят, есть пословица, даже не анекдот, а еврейская пословица. Она звучит так. Не нужно жаловаться на отсутствие денег, нужно жаловаться на отсутствие ума. Вот так. Дальше. Руслана Викторовна. Здравствуйте, Андрей Андреевич, восхищаю вашим благородством, альтруизмом по отношению к человечеству. Очень нужную, полезную, уникальную информацию предоставляете. Спасибо. Скажите, можно ли с точки зрения эзотерики кремировать тела умерших людей? Заранее спасибо. Да, можно с точки зрения эзотерики кремировать тела умерших. После того, когда человек умирает, он тут же перерождается. И его тело для него уже не имеет никакого значения. Когда человек начинает, или когда человек осознает тело, когда он делает первый вздох, то есть после того, когда ребенок сделал первый вздох, он начинает ощущать и осознавать свое тело. До момента, когда он не делает первый вздох, а находится в утробе матери, он себя со своим телом не идентифицирует. Когда он начинает ощущать, когда он сделал вдох, если потрогать только рожденного ребенка, он горячий. А если потрогать человека, который умер, то он становится холодным. Поэтому можно сказать, что наша душа, она подогревает наше тело. И она, скорее всего, горячая. И в ней, скорее всего, как в любой энергии, есть огонь. Это жизненный огонь, человеческий огонь, который заставляет все тело гореть. Чувствами, гореть сознанием, гореть всем остальным. Ну и естественно, когда человек умирает, как только он стал холодным, в это время его души уже в его теле нет. Он перестает идентифицировать свое сознание со своим телом, в этот момент происходит перерождение. А что в этот момент делать с его телом, это уже не имеет никакого значения. Скажите, пожалуйста, имеют ли значение лунные сутки при чтении мантр, выполнения практик? Во время полнолуния нужно читать нужно выполнять практики, желательное всего, развития паранормальных способностей. Во все остальные можно любые практики выполнять.
Татьяна Иванова. Добрый день, Андрей Андреевич. На последнем РТЕ вы провели обряд раскрещивания, читали мантру 108 раз. Можно ли еще 7 дней просматривать заседание, читать эту мантру вместе с вами и дальше просматривать, где вы замыкаете круг и взмахиваете палочкой? Не навредит ли это, если смотреть несколько раз? Нет, это не навредит, а польза от этого будет. Можете делать. Дмитрий. Добрый день, Андрей Андреевич. Что делать, если меня кинули на деньги? Как я за ее забрал этого человека здоровье или что делать? Вы правильно сейчас сказали. Напишите договор. Напишите договор, как я обучаю это в первой обновленной ступени. Заберите, что вам хочется. Энджи Паланчик. Здравствуйте, учитель. Прохожу 4-ю ступень. Чуток запуталась. Посоветуйте, над чем мне стоит проработать. Когда человек проходит 4-ю ступень, одним из ключевых элементов, который должен он наработать, это ключевой элемент доброты. После того, когда вы проходите 4-ю ступень, вы должны работать над своим состоянием доброты. Развивайте у себя состояние доброты. Не нужно быть добрым для всех. Найдите доброту в середине себя. Пусть вот там в середине у вас доброта будет. Доброта — это мощная защита. Если человек в середине себя добрый, если он ощущает в середине себя доброту, то это поможет ему в жизни быть и богатым, и счастливым, и любимым, и милым, и так далее. Не совершить ошибок и так далее. Людям в этом мире не хватает доброты. Там сегодня буквально были люди такие, там человек у меня спрашивает: Андрей Андреевич, скажите, какое самое важное качество вы наработали в своей жизни? Я знаю, какое это самое важное качество. Это моя внутренняя доброта. Моя внутренняя доброта не позволяет мне обижать или изменять моей женщине. Моя внутренняя доброта позволяет мне больше находиться со своими детьми. Моя доброта позволяет быть альтруистичным по отношению к людям, для которых я делаю информационные продукты и в дальнейшем их бесплатно выкладываю. Моя доброта внутренняя помогает мне быть не хитрым, не лживым, не сволочью. Я считаю, что людям необходимо развивать внутреннюю доброту. Скажите, пожалуйста, как себя вести в острых ситуациях, когда вопрос касается очень близких людей? Как можно быть в адвайте? Дело в том, что вы сейчас должны знать, любая абсолютно драма, которая развивается в семье, это элемент, который может помочь человеку, который должен, вернее, помочь человеку создать действие или принять решение. В случае, если это с позиции мужчины, то есть мужчина, допустим, там кричит, нервничает, то что он хочет? Вот смотрите, один человек занимает позицию молчаливого адепта и терпит, уповает на Бога, а другой начинает ехидно нападать, злить, ругаться, предъявлять претензии. Что в этом случае необходимо сделать? Что хочет тот человек, который агрессивно начинает оскорблять? Что он хочет? Как вы думаете? Давайте я отвечу, потому что вы бы могли, скорее всего, уже отвечаете, но не можете этого сделать, потому что я услышать не могу, у меня нет обратной связи. Я вам скажу. Этот человек хочет, чтобы вы точно так же к нему проявили себя. Вот смотрите, человек говорит: ты некрасивая, ты не нужная, я тебя, наверное, брошу. Нужно сказать: да сколько это может продолжаться? Как ты заколебал уже этим? Разбери себе, что к тебе не стыдно, что это такое? Вот тогда его отпустит. Тут вопрос, почему он это делает? Я вернусь, я знаю много ответов на вопрос, почему он это делает, но мне интересен философский такой вопрос, и, наверное, раз сегодня уже за Карла Юнга проговорил, я бы мог сказать еще из позиции, наверное, и Ницше, из позиции Фрейда, там, почему он это сделал, но я сегодня настроен на то, чтобы сказать с позиции Карла Юнга и его теории подсознательного или массового подсознательного. Когда мужчина, допустим, делает что-то, что не хочет, чтобы знала женщина, или когда женщина делает что-то, что не хочет, чтобы знал мужчина, то она, совершив какой-то поступок, ждет подсознательно, что его или ее обязательно должны наказать.
это запечатывается в подсознании такого человека. И в тот момент, когда человек, допустим, ну что это может быть? Ну, это может быть там просматривание порнографии, общение с бывшим мужчиной, или, я не знаю, флирт какой-нибудь, ну, там, купленная вещь, когда мужчина там, допустим, не знает, и это из последних денег, то в этот момент женщина, она может начинать нападать на того мужчину, с которым она живет. И мужчина может нападать на эту женщину. Почему? Вот смотрите, сама система устроена так. Я совершил плохой поступок, и теперь мне нужно наказание, а я прихожу домой, а наказания нет, потому что они, как все обожали меня и любили, так и обожают. Что я начинаю делать? Я начинаю придираться, и нос у тебя не тот, и рот не тот, ты некрасивая, там ногти у тебя не пострижены и так далее, и так далее. Что должна сделать в этот момент женщина или мужчина? Она должна наругать. Почему? Тогда процесс закроется. Почему? Ну вот так это устроено. Получается, так произойдет завершение действия. Иначе второй день будет ждать, третий день будет ждать, четвертый. То есть если человек вредничает, делает это громко, ты сколько можно, ты задолбала, ну, надо его перетиранить. Да сколько может продолжаться? А ну-ка перестань, как тебе не стыдно? И там, сколько это может продолжаться? А ну возьми себя в руки, хватит. И все после этого отпустит. Скажите, ага, ответил. Андрей Андреевич, Милена Нарышкина. Здравствуйте, можно ли эзотерически защититься от укусов клещей? На днях меня укусил, слушаю шум от всех болезней, от вирусов и токсинов. Поможет? Да, поможет. Для того, чтобы нужно набрать маленькую такую бутылочку дегтя и в эту бутылочку положить ваточку. И вот такой деготь носить на себе, когда вы ходите по лесу. Или брать с собой вот такую баночку. Во-первых, меньше клещи и комары будут кусать. И как только какой-нибудь клещ вас укусит, нужно обязательно брать деготь и смазывать то место, где укусил вас клещ. Потому что деготь имеет очень мощное противовирусное, противомикробное воздействие. И очень мощно работает как раз вот с такими клещами. Надеюсь, вам это поможет. Андрей Андреевич, носила обсидиан, как вы сказали, до года. Никаких изменений пока нет. Что еще посоветуете? То есть вернуть имущество и деньги. Носите до того момента, пока не вернут. Носите. Все это работает. Наталья Москаленко. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Большое спасибо за ваш неоценимый труд. Хочу выразить восхищение за вашу доброту и сердечность. Спасибо. Желаю вам долгого процветания. С большим восхищением прохожу первую бесплатную ступень школы Кайлас. Слушаю шумы, слежу за вашими вебинарами. Хотелось бы спросить у вас, как вы относитесь к практикам рейка? Я до сих пор изучила 2 ступени рейки, но есть желание стать ученицей школы. Что можете посоветовать? Оставить практики рейки? Заранее большое спасибо за ответ. Я позитивно отношусь к любому развитию человека. Даже в случае, если идет это вразрез моему направлению или моей школе. Каждый человек имеет право совершать поиск или идти по какому-то поиску. Пусть это будет процессом эволюции. Я не могу сказать плохо или хорошо. Мне не помогла рейка. Также я могу сказать, что в моей жизни были случаи, когда я рассматривал там людей, которые работают как космоэнергеты, имеющие еще и там очень высокие ступени в космоэнергетике, которые работали как космоэнергеты или как люди, которые работали с помощью методов рейки, где как бы основной концепцией является проявление любви или того, что человек должен проявлять свою любовь. И я неудовлетворительно отношусь к этому, так как считаю, что в большинстве своем помощь люди не оказывают. Потому что они рассказывают, они внушают и так далее. Там, по поводу людей, которые пишут в комментариях, Дуйко, ты новый Кашпировский, большое спасибо. Я очень хорошо отношусь к Кашпировскому. Я хорошо отношусь к целителям, хорошо отношусь к Кашпировскому, лично знаком с Кашпировским. Я могу вам сказать, что Кашпировский это тот человек, который не занимается йогой. Фу, не йогой, а гипнозом. То есть это ширма. Это самая настоящая ширма. Кашпировский занимается профессионально целительством.
Только он это все как бы завуалировал и не говорит те методы, которые использует. Я тоже такие методы использую и умею это делать. И поверьте мне, все работает. Просто это обычным людям не нужно, раз. А второе, ну вот представьте себе, я начну лечить огромное количество людей прямо через интернет. И тогда как ко мне начнут относиться фармакологические компании, как начнут относиться еще какие-либо компании. Даже сам Кашпировский, он что, очень хорошо себя чувствует сейчас. Находится сейчас за границей далеко от места, где он родился. Рядом друзей нету особо у него, понимаете, там себя положил на алтарь все время лечения кого-то и там ковыряется в ком-то. Ну и при этом я его понимаю, потому что однажды встав на путь массового лечения людей, свернуть с этого пути невозможно, потому что если ты этого не делаешь и сделал это однажды, это знаете, как Будда в свое время в Золотолотосовой сутре сказал следующие слова: опустоши сосуд, и я его наполню. Так и человек, который вдруг решится начинать помогать огромному количеству людей, может столкнуться с побочным эффектом этого всего. Нет, плохо себя не чувствуешь, просто у тебя в дальнейшем ты не можешь без того, чтобы помогать большому количеству. Так как в дальнейшем энергия, которую ты отдал однажды, она вновь начинает накапливаться, но уже не вмещается в то место, которое является твоим телом, и начинает расширять тебе сознание, сердце, и такой целитель начинает себя плохо чувствовать. То есть для него жизненно необходимо всю жизнь продолжать исцелять большое количество людей. С чем, в общем-то, такие люди и сталкиваются. Потом давление поднимается, поправляются. Алена Салай. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Я заканчиваю изучать первую ступень 2018 года. И в ней вы говорите, что духовное имя можно получить, присутствуя на этой ступени. Если я правильно понимаю, то я могу вам написать Viber, SMS, телефон. Вы дали в СНГ 51. Перечислить на карту деньги, и вы дадите мне духовное имя. Верно? Да. Алексей Чепель. Черноморец Дмитрий. Андрей Андреевич, почему сегодня в мире много тьмы и морока, а света и светлых людей мало? Я так не считаю. И почему не всех людей, я бы сказал, большинство людей не интересует магия, эзотерика? Вам кажется так. Дело в том, что это очень присуще каждому человеку. Каждый человек, даже если он говорит мне, ни магия, ни эзотерика не нужна, у каждого человека есть и магия, и эзотерика в его жизни. Он может об этом не говорить. Там кто-то не смотрится в зеркало, кто-то там слазит или заходит куда-то там с левой ноги, кто-то там не слушает какую-то песню, потому что она может привести к каким-то неприятностям и так далее. Наша жизнь, она так устроена, что если человек даже отрицает или не хочет магию, эзотерику, то он все равно ею пользуется. У каждого есть какие-то философские выводы. Дело в том, что благодаря неправильным концепциям магии, эзотерики, неправильным идеям, в общем-то и религиозным в большинстве даже, появилось множество людей, которые пробовали использовать магию, эзотерику. Это увенчалось не только неуспехом, а еще и увенчалось вот драмами, трагедиями, несостыковками и так далее. И вот такая эзотерика, она в дальнейшем послужила нехорошо на формирование опыта у большого количества людей. Также высказывание государственной властью, что эзотерика и магия это плохо, говорит о том, что это именно то, чем она и пользуется. Дело в том, что если государственная власть говорит, магия, эзотерика это плохо, не делайте этого, знайте. Они знают, что это работает и не разрешают людям делать, потому что знают, что это является силой. А единственная способность или единственная возможность опровергнуть это разрешение использовать магию, эзотерику. Опять-таки, если это есть, почему бы это не изучить с позиции физики,
и так далее. Я уже давно говорил, давайте исследуем меня, там, давайте я покажу какие-то там фокусы, я же все это умею делать. Покажу, как я там выравниваю позвоночник, или убираю у человека тромбофлебит, или еще что делаю очень быстро. И мы после этого сделаем до и после. Пусть меня рассмотрят с позиции исследований, заплатят деньги, рассмотрят меня как человека, который обладает такими способностями, и после этого заплатят мне за работу, эти исследования опубликуют. Почему бы это не использовать в дальнейшем? Весь мир эволюционирует, пусть такая эволюция произойдет и здесь, ведь если бы не было магии, то не появилась бы алхимия. Не было бы алхимии, не появилась бы химия и физика. Не было бы физики и химии, мы бы не эволюционировали. До сих пор бы находились или открывали бы пещеры, закрывали пещеры и так далее. Но сейчас вы бы отказались от теплой воды, которая течет из-под крана, от вкусной еды, которая готовит вам духовка. Но отказались бы от теплых, мягких пододеяльников, от мягких матрасов, вместо пуховых каких-то там тяжелых матрасов и так далее. На вас всех какая-то красивая одежда, которая создана из синтетических ниток. Мы едим уже модифицированную еду. Наша жизнь стала легче, она не такая сложная, как в средние века. Это все благодаря магии, которая заставляла людей эволюционировать. Магия — это творчество. А по поводу того, что у людей много тьмы, я так не думаю. Уважаемый Андрей Андреевич, пожалуйста, что нужно сделать, чтобы определить хороший, преданный гражданский муж у моей любимой племянницы? Или те мелкие штрихи, которые меня раздражают, действительно как он предупреждение, что не стоит ему доверять? Мила Теплицкая, я хочу вам дать совет. Пусть ваша племянница живет с этим мужчиной сама, и пусть она сама определяет, нравится ей этот мужчина или нет, а вы себе стройте жизнь самостоятельную, чтобы не указывать своей племяннице, с кем ей жить, чтобы она совершала свои ошибки самостоятельно, а не совершала ошибки, которые вы ей будете навязывать. Неужели вам мало вашей жизни? Сделайте вашу жизнь для себя. Пусть у вас будет мужчина, которого вы будете мучить. Чего вы лезете к ним? Вообще, находитесь в состоянии адвайты. Да, их можно любить, можете им деньгами помогать, но не лезьте в их частную жизнь. Еще заставьте их или объясните им, какой стороной им интимными отношениями заниматься. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Очень хочу задать личный вопрос, соответственно оплатить. Я ранее всегда оплачивала тоже. В какой сфере или профессии мне теперь работать? Спасибо, в долгу не останусь. Татьяна Бровка. Занимайтесь чем-то, что связано с печатной продукцией, полиграфией. У вас будет получаться. Как может эзотерика повлиять на то, что делается сейчас в мире? Мы влияем уже. Доброго дня вам, Андрей Андреевич. Я много не знаю, но знаю, что вы можете все. Нет, ну, конечно же, я все не могу. Прошла первую обновленную ступень. И очень хочется вторую уже купить, но я пока не владею компьютером, и я этому, конечно, научусь. Ага, понятно. Добрый день, Андрей Андреевич. Ольга Плаховурдая. Очень здорово, что сегодня вновь вебинар. Спасибо большое. У меня два вопроса. Ночные шумы, например, Кубера, слушать с открытыми или закрытыми глазами. Заснуть можно? Нет, ни в коем случае не слушайте шумы так, чтобы спать. Слушайте шумы исключительно с открытыми глазами, даже ночью. И второе. Можно коды на продажу вещей на сайте распродаж написать на бумажечке и вложить вещь для продаж. Или не подействует? Нет, к сожалению, не подействует. Коды нужно читать. Как появились в свое время коды? Я уже рассказывал эту историю. Когда моя дочь Маша заболела, я ее носил на руках и начал слышать определенные, мне казалось, какие-то шумы. Это было похоже на какое-то отдельное дыхание, которое находится рядом со мной. Это было похоже на там шик рыс. И после этого, когда температура исчезла у ребенка, этот шум исчез. На следующий день я гулял по улице и решил такой вот шум или такой звук повторять. Я шел вдоль пляжа, это было за границей, и начал произносить там
звук какой-то. И когда я его попроизносил, ну, где-то 20-30 минут, у меня поднялась температура, разболелось горло, начали крутить ноги и руки. И это длилось где-то 2,5-3 часа, после чего это исчезло. После этого как-то внезапно до меня дошло, что мир устроен по принципу звуков, что все в этом мире имеет определенные звуки. Я начал собирать свою отдельную библиотеку. Я начал собирать отдельную библиотеку. Как это происходит? Я вижу успешного человека, смотрю в момент его радости, и у меня появляется звук, который я слышу, который возникает. Так определились звуки для продажи домов, продажи автомобилей, излечения определенных заболеваний. Но есть еще и для появления заболеваний и так далее. Я не знаю, я их называю звуки, которые мне дал Бог. Я начал слышать божественные звуки. Из этих божественных звуков я сделал то, что я называю шумами. То есть в тот момент, когда есть какая-нибудь там проблема, я создаю или считываю такой божественный звук, записываю его для себя. Он может быть коротким или длинным, после чего я записываю это в виде аудиоформата и многократно повторяя аудиоформат, сжимая, получается многократное повторение. Получается шум. То есть это тот код, который я произношу вслух 1-2 минуты, я потом его сжимаю и делаю из него вот такой шум. Также есть такие шумы, которые бы я не хотел давать людям ни за какие деньги, потому что я считаю, что подлые люди или люди злобные или вредные, они могут разрушить этот мир, используя вот такие механизмы. Именно поэтому я некоторые шумы сделал и не дал коды, которые соответствуют данным шумам. Вот так это все устроено. Шумы есть различные. Шумы — это многократно повторяющиеся коды. Можно ли слушать код и произносить шум? Считаю, что этого делать не стоит. Я считаю, что код необходимо отдельно произносить. А как читается код? Его не нужно произносить вслух. Код читается в виде вдоха и выдоха, как бы запечатывая в свое дыхание тот шум, который я называю божественным дыханием. Надеюсь, это было вам интересно. Здравствуйте. Какую мантру почитать, чтобы не чувствовать скованность при общении с людьми? Поделайте ритуальную защиту и чакровое дыхание. Добрый день, Андрей Андреевич, или дыхание по патрулу. Что вы скажете об учении Элизабет Профит? И какой смысл в себе несет безусловная любовь, о которой так часто говорят? Существует ли она и на каком уровне реально ее ощущать? Я хочу вам сказать, что божественная любовь — это то чувство, которое находится в середине нас. Оно находится все время. Бог нам эту любовь подарил в виде нашей жизни, и мы ее должны чувствовать в себе. Но распространять такую любовь из себя нельзя. Почему? Вот представьте себе, горит очаг. В этом очаге есть огонь. Все греются от этого огня, все готовят пищу. И в этот момент из очага огонь этот выбрызгивается и начинает все вокруг гореть. То же самое с нашей любовью. Наша любовь — это Богом подаренная частица, которая находится в середине нашего тела. Она создает элемент нашей добродетели и нашей внутренней доброты. Эта доброта, она просто добрая, потому что в середине нашей груди живет любовь. Но эту любовь не нужно вокруг себя не транслировать, не расплескивать, иначе вы полностью уничтожите мир вокруг себя и людей, живущих вокруг вас. Ни в коем случае этого не делайте. Иисус Христос закончил плохо, между прочим. Я противник Элизабет Профит. Мне не нравится этот человек. Ну, не нравится, нравится, даже не так. Я не противник Элизабет Профит, она мне нравится, но я не разделяю ее идеи. Я считаю, что непонимание того, чем занимается этот человек, популяризация этого всего в дальнейшем делает людей несчастными. Здравствуйте, скажите, после мантры прочтения вами на РТЕ надо ли 7 дней ее читать? Нет, не обязательно. С большим уважением, большой надеждой, дорогой Андрей Андреевич, есть ли какой-то ритуал для того, чтобы сын женился в 47 лет? Один растит 2 мальчиков, отличников, обеспечивает семью. Нужна любимая, любящая член семьи. Ритуал для женитьбы есть? Помогите, дорогой учитель. Не переживайте, Чолпан Дабаева. На протяжении
года и 3 месяцев будет жить с женщиной невысокого роста, карие-глазая, светлыми волосами, будет нравиться ему, все в порядке, не русская девочка. Здравствуйте, Андрей Андреевич, спасибо вам за то, что вы есть в нашей жизни. У меня к вам вопрос, если можно, скажите, пожалуйста, шумы, которые мы приобретаем, можно давать слушать сыну, мужу? Можно, да, пожалуйста. Ровно 40 дней читала мантру «Упсу ярата». Уже ближе к завершению пришла идея для бизнеса. Можно ли считать, что именно эта мантра помогла обрести свое дело? Вот когда у вас дело появится, можете считать. Неужели это для вас так важно? Вы что, потом напишите или поставите памятник мантре «Упсу ярата»? Ну, помогла и помогла, и что? Вероника Каткова. Доброго дня, Андрей Андреевич. Наше солнце, наша путеводная звезда. А, это я, спасибо, очень приятно. А вопрос житейский. Правильно будет, если человек навязывает свое общение, проблемы, сплетни. Я игнорирую, как вы учите, все делаю, но человек не понимает и продолжает в том же духе. Как сделать так, чтобы вы не сваливали на меня всю эту грязь тактичнее? Я уже не звоню, не захожу к ним сама, я ни при чем. Ну вот вы ответили на этот вопрос, вы ни при чем. Вообще не нужно заморачиваться. Обычно человек солнечный, который там человек говорит, мне плохо, а у них всех плохо, говорит, а мне нравится, ага. После этого просто одни от этого человека отходят, а другие в его жизнь приходят. Когда-то я приехал к своей маме, это было очень давно, много лет назад, и я вот так сидел и смеюсь, знаете, там рассказываю что-то. И она говорит, послушай, ты совершенно к жизни не приспособленный, с тобой жить никто не захочет, ты же сумасшедший какой-то. Ты там по утрам молишься, йогой занимаешься, там мантры какие-то читаешь, на лысо побрился. Кто с тобой жить захочет? Слушай, сынок, тебе надо как-то это все убирать. Это же женщина будет с тобой жить, будет это все видеть, ее будет это пугать, и никто жить не захочет с тобой. Так вот, прошло время, и женщины, которые не хотели жить со мной, они не живут со мной. А женщины, которые совпадают со мной по вибрациям, живут со мной. Вот вам и жизнь обычного человека. То есть в случае, если вы начнете продолжать общение или начнете что-то делать для того, чтобы сохранить или беспокоиться или защищаться от этого, то это будет, вот смотрите, я бы мог прекратить это, и рядом со мной бы жила женщина, которой бы это не нравилось. А я это не прекращал. Поэтому, когда в моей жизни появлялись женщины, я не скрывал, что я там по утрам читаю или там медитирую, или занимаюсь чтением мантр, или там чего-либо еще. Никогда не скрывал, хоть это и вызывало там улыбку или сострадание и так далее. Но в дальнейшем, видимо, это и служило тем, что между нами там не связывались отношения, там появлялись какие-то высказывания и так далее. То есть женщина, у меня когда-то были такие отношения, мне нравилась девушка, она сказала, я считаю это все дурней. И я тогда подумал, что если она считает это все дурней, я не считаю это дурней. И решил, что, к сожалению, между нами отношения идти дальше не могут, потому что то, что для меня считалось сознанием, верой, саморазвитием, она считала это дурней, и, видимо, из-за этого нам не получится жить совместно. Ну и после этого ничего не получилось. Когда я начал с Соней встречаться, она считала, что она приехала ко мне на морской курс, вместе со мной занималась, пела песни, мне очень понравилось. Любовь Турова. Андрей Андреевич, спасибо огромное за вчерашний обряд для женщин. Во сне спасла младенца и носила его на руках. Наверное, это как-то связано с ритуалом. Обретете любовь. Мне тоже приснилось, что я стою в какой-то очереди, чтобы переступить светлую полосу. Вокруг много солнца. Тоже любовь обретете. Ирина Канале. Добрый день, Андрей Андреевич. Прохожу первую ступень, смотрю вебинары по здоровью. Многие мои знакомые спрашивают совет по здоровью. И по выходу из ситуации я им всем скидываю вебинар, чтобы они сами смотрели и учились. Но как все сговорились, нет времени, ты смотри, учись, а нам расскажешь, будут ли с ними брать деньги, и половину суммы буду вам пересылать. Это правильно? Неправильно. Не берите с них деньги за то, что они смотрят все бесплатно. Зачем вы это собираетесь делать?
Нет, не нужно. Если бесплатно выложено, и не бесплатно это. Если вы их собираетесь при помощи методов моих лечить, деньги берите. Да. Нужно ли мне отправлять? Не нужно. Если это не ваша специальность и нет пхалама, то не нужно. Здравствуйте, расскажите, как правильно раскрутить символ против часовой стрелки. Первое, мы его видим вращающимся против часовой стрелки где-то внутри себя. Второй, мы видим, он вращается против часовой стрелки, глядя на со стороны. И так можно. Вообще не заморачивайтесь. Главная идея нашей школы звучит так, мы не паримся. Просто смотрите, отвечает Олег Буслаев, вращаться так и положено, в старой ступени об этом говорится. Правильно. Спасибо, говорю себе, когда делаю, школа поставит правильно. Вы абсолютно правы. Есть ли у каждого человека свое индивидуальное золотое сечение и как его просчитать? Я не понимаю, дело в том, что у нас не хватает совместного глоссария. Дело в том, что вы считаете золотое свечение одну идею, а я считаю ее другой идеей. И такого единого понятия, как золотое свечение или сечение, ну, его, скорее всего, нет. А если оно и есть, то разное. И когда я буду об этом сейчас говорить, то, видимо, я буду говорить не о том, о чем вы подразумеваете. И именно поэтому нам для того, чтобы совместно говорить о какой-то идее, необходимо выработать единый глоссарий. То есть где вы об этом слышали, кто вас этому обучал, какие пути или какие ступени на пути обучения вы уже сделали, как долго вы использовали метод и так далее. Тогда можно будет уже об этом разговаривать. А как считаете, там, что делать, я не знаю. Александра Сикорская. Добрый день, наш волшебник. Ой, спасибо. Скажите, пожалуйста, могу ли я переехать по МЖ в Канаду? Или хотя бы дети мои переедут? Да, переедете. Андрей Андреевич, будете ли вы делать шум для похудения? А он есть для похудения. Любовь Турова. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Будет ли когда-нибудь в продаже гадальные карты? Очень хочется приобрести. Скоро уже. Они будут. И Ирена Ок. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Доброго вам здоровья. Вопрос такой. Можно эзотерически понять, лжет человек тебе или нет? Что можно сделать эзотерикой, чтобы человек перестал тебе врать? Посадите его в зеркальную бутылку, так, чтобы он куда ни смотрел, видел всюду зеркало. В случае, если человек будет агрессивным, значит он врет. Если человек врет, то он отталкивается. Если человек вам врет, то он отталкивается от вас. То есть он одно из двух. Либо не хочет вас расстроить, либо отталкивается, чтобы не быть с вами. Ложь — это как оттолкнуть человека для того, чтобы стартануть. Каждый человек — это некая планета. Каждый другой человек вокруг этой планеты летает, как Луна. И вот когда человек врет, это Луна могла бы стать Землей, но она ударилась и должна отлететь куда-то. Именно поэтому хотите жить вместе с человеком и любить его, не обращайте внимания на ложь, пускай врет. Обычно помогает, если женщина начинает говорить: ты мой придумщик. Я Габедова. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Можно узнать, как привлечь клиентов? Все практики я делаю, как вы учите. Ну вот, там есть. В первой обновленной ступени, и во второй, и в третьей, и в четвертой. Все эти практики есть, делайте. Ксатуна. Здравствуйте. Как объяснить эзотерически? Все болит в правой стороне. Локоть, бедро, зуб, железо под челюстью справа. Спасибо. А эзотерически я объясню, почему болит. Вам это поможет? Хорошо, вы будете это знать, почему у вас болит. И что вам это поможет? Нет, конечно, не поможет. Вы неправильно задаете вопрос. Как эзотерически можно убрать все болеющее с правой стороны? Вот на этот вопрос я с удовольствием, наверное, отвечу и на этом закончу сегодняшний вебинар. Существует очень такая интересная идея. Вообще эзотерики считают, что эзотерика считает, что все, что есть, любое зло или добро, все оно имеет материальную форму. Именно поэтому существует некая такая традиция, она называется Бомпо, где рассказывается о том, что можно убрать любое заболевание, если использовать метод Бомпо при засыпании.
Каким образом? Закрытыми глазами перед самым сном необходимо представить, будто в тех местах, где у вас болит, там есть еще верхняя оболочка, как будто это некое существо или животное, которое вас прямо грызет в этом месте, толкает, упирается рогом или еще что-то делать. И мысленно, не шевелясь, вы должны многократно от себя это существо перед самым засыпанием отбрасывать. Если после этого заснуть, то очень быстро избавитесь от всех абсолютно заболеваний, которыми вы страдаете. Это специально мной дано для всех людей, которые будут смотреть данный вебинар. Не являясь учениками школы Кайлас, я разрешаю всем абсолютно использовать данный метод. Пожалуйста, с удовольствием с вами им делюсь. Андрей Андреевич, моя мама ученица школы, в службе поддержки написали, что я, будучи ее дочерью, могу изучать ступени. Да, можете. Дочка пьет сильно, только родила 3 месяца малышки в службе. Ага, 3 месяца малышки. Делаю практики с бутылкой, счастливую жизнь, поднимаю уже 2 месяца, результата никакого. Дело в том, что алкоголизм это вибрация. Алкоголизм это вибрация, которая есть у человека. Каким образом бороться с этой вибрацией? Вы должны представить, будто алкоголизм, который болеет ваша дочь, это видоизмененная сама же ваша дочь, которая имеет страшные черты лица. То есть такая себе большое существо, которое хочет только пить, орать, вытаращивать глаза, шляться с кем-то, спать и так далее. То есть такое полуживотное огромного размера. Ментально или как бы в мыслях своих вы должны представлять такое животное и после этого начинать такому животному делать просад. Идете по торговому центру и говорите: вот тебе и там апельсины, вот тебе водка, вот тебе еще там подавись. И после этого представляете это существо, как будто оно все это поглощает. И завершением этого всего является осуждение. То есть вы начинаете осуждать и насмехаться вот над таким существом, которое вы представляете, что думаешь ты самая сильная, что думаешь ты самая мощная, что думаешь ты самая умная, что ты думаешь самая еще какая-то, и начинаете посылать. То есть если выполнять вот такой несложный эзотерический обряд, то можно помочь человеку избавиться от алкогольной и наркотической привязанности. Я надеюсь, вам это было все интересно. Ну и до свидания. С вами был Андрей Андреевич Дуйко. Проходите первую ступень моей школы Кайлас. Вы ее можете пройти прямо на моем официальном канале Андрей Дуйко, официальный канал в YouTube. Набрав в поисковике первая ступень школы Кайлас, первый день, вас переведет это. Не забудьте, кстати, вот не забудьте вот здесь вот подписаться. Вот здесь подписаться и поставить лайк после видео. Обязательно это сделайте. Также вы можете со мной общаться в моих инстаграм-страницах. Сейчас они появятся, да? Вот они. Вы можете на меня... Первый это Дуйко ТФ, который посвящен тибетской формуле. Второй Андрей Дуйко 5. Это мой персональный. Кайлас Ворд. Это объединение людей эзотерической школы Кайлас. Есть еще один инстаграм-страница. Она называется Дуйко Кайлас и РТЕ. Это объединяет и РТЕ, и Кайлас, и Дуйко, всех поклонников, наверное, всех соучастников. Это такая инстаграм-страница, можете тоже добавляться. Также я есть в Facebook, Андрей Дуйко на Facebook, это моя страница. Ну и большое спасибо за участие. До свидания. Всем